Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу показать, как заменить картридж в смесителе, в данном случае кухонном. На сегодняшний день у нас он стал уже заедать, и поэтому нужно проделать такую работу. Для того, чтобы заменить картридж, внутри смесителя находится он вот в этой вот части. Вот как видно. Нам потребуется некоторый инструмент. В данном случае вот такой ключ мы взяли и шестигранники, потому как у нас фиксируется он с помощью шестигранного ключа. Для того, чтобы производить замену, нужно вначале перекрыть холодную и горячую воду, именно которая идет на данный смеситель. И если же у вас нету отдельно, значит перекрывается вся вода, которая входит к вам в квартиру или в дом. В нашем случае вот два крана у нас, вот один и вот второй. Холодная и горячая вода. Перекроем их для начала. Вот таким образом. Перекрыли два этих и приступаем непосредственно к замене самого картриджа. Снимаем заглушку. Вот эту. У нас она уже обломалась. В связи с тем, что картридж не совсем хорошо работал. Вот, обломалось что-то там в этой ручке. Будем смотреть. И с помощью шестигранника выворачиваем винт. Надеюсь, видно. Вот винт. Вот таким образом выворачиваете винт. До конца его выворачивать не надо. Вот, нужно, чтобы он оставался в резьбе. Видите, вот у нас из-за плохой работы картриджа обломалась вот эта часть. Возможно, придется менять. Но это будет потом. Далее откручиваем верхнюю вот эту вот гайку. После того, как открутили гайку, откручиваем непосредственно гайку, которая держит картридж. Извлекаем картридж. Этот картридж у нас менялся один раз, то есть это уже не родной. Но весь смеситель у нас работал более 15 лет. Это вторая замена картриджа. Новый картридж Инвена, Китай. К сожалению, других у нас не было. Это единственные картриджи. Ну что ж, вскрываем его. Это для сравнения. Вот старый зеленый и синий новый. Как видите, два специальных усика, вот, которые должны фиксировать в определенном положении. Ну что ж, и устанавливаем его. К сожалению, там, наверное, не видно. Вот, нужно обязательно вот этими пазами попасть в определенное положение. Далее наворачиваем просто гайку на место и с помощью ключа фиксируем, зажимаем. После того, как зажали гайку, устанавливаем верхнюю гайку, тоже назовем ее так. Сжимаем рукой, этого усилия достаточно. Все, сейчас на место устанавливаем нашу ручку. Вот таким образом. И с помощью нашего ключа фиксируем поворотную ручку. Проверяем работоспособность. Все легко вращается. Все установлено. Ставим заглушку пластиковую. Вот эту холодная горячая вода. Туда. В нашем случае она обломалась, мы устанавливать не будем. И сейчас нужно открыть краны, проверить. Открыли краны. Проверяем сейчас на предмет течи сам смеситель. Так, течи не обнаружено. Проверяем как. Вот, пожалуйста.
вода. Это горячая, холодная. Как видим, ничего сложного нету. Всем удачи, до свидания, подписывайтесь на наш канал.